Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях омолодить даже самую дряблую увядающую кожу. Эта маска с осветляющим эффектом в момент подсыхания также дает и лифтинг, подтягивающий эффект. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску во второй половине дня, примерно за час до сна. И утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маску также можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. Наносить эту маску можно на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями по косточке нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки домашних масок наносить и на кожу рук. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите крахмал. Можно использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный. Если у вас есть и тот, и другой, то предпочтение отдавайте кукурузному крахмалу. Он более мягкий и очень хорошо ложится на кожу. Нужно взять 1 чайную ложку крахмала. Крахмал возьмите без горки. Следующий компонент для этой маски нам понадобится жирные сливки, либо сметана, либо молоко. Можно использовать также и кефир, если у вас жирный тип кожи. Если у вас сухой тип кожи, то возьмите жирную сметану, либо жирные сливки. Нужно взять 1 чайную ложку. Тщательно смешайте все компоненты, так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. Все свои маски я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы приготовить качественную домашнюю маску. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте все компоненты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Кстати, если у вас нет под рукой готового картофельного или кукурузного крахмала, то вы можете приготовить его самостоятельно. Возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте для приготовления домашних масок. Картофельный крахмал хорошо уплотняет кожу, регулирует работу сальных желез, идеально подходит для возрастной кожи лица любого типа. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. Следующий компонент для этой маски нам понадобится сок лимона. Можно использовать готовый сок лимона, можно использовать свежевыжатый сок лимона. Также вы можете использовать и витамин С в таблетках. Если у вас витамин С в таблетках, то возьмите 1 таблетку, разомните в порошок и слегка размочите водой. Используйте для приготовления домашних масок. Витамин С улучшает цвет лица, убирает легкие пигментные пятна, дает коже сияние. Нужно взять 10 капель витамина С. Я использую уже готовый. И также тщательно смешайте все компоненты. Соблюдайте не только рецептуру приготовления маски, но и порядок добавления ингредиентов. От этого также будет зависеть качество маски. Если вы сразу добавите в одну емкость все компоненты и начнете взбивать, то велика вероятность, что маска у вас не получится. Следующий компонент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло розы, можно использовать домашнее косметическое масло. Также для сегодняшней маски хорошо подойдет масло оливковое, либо масло подсолнечника. Нужно взять также 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин отлично увлажняет кожу, идеально подходит для ухода за зрелой увядающей кожей. Нужно взять также 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите эту маску 2 или 3 раза в неделю на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг.
В домашних условиях вы можете сделать кислотную скатку из обычного аспирина. Ацетилсалициловая кислота 0,25 мг. Возьмите 3 или 4 таблетки аспирина, размочите их водой так, чтобы получилась однородная кашица, удобная к нанесению. Затем мягкими движениями по кожным массажным линиям нанесите эту скатку на кожу лица. Также ее можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Эта кислотная скатка отлично очищает поры, убирает черные точки, комедоны, активно и мягко шлифует кожу, выравнивает поверхность, убирает постакне. Для жирного типа кожи эту скатку можно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи сделайте эту скатку 1 или 2 раза в месяц. Также эту скатку можно чередовать и с различными скрабами. Рецепты домашних скрабов вы также можете найти на моем канале. Не наносите на кожу вокруг глаз. Сама процедура должна продолжаться не более 3 минут. Затем умойте кожу лица водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашней маски. Рецепты домашних скрабов и пилингов вы можете найти на моем канале. Наносите эту маску в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Если вы хранили эту маску в холодильнике, то предварительно доведите ее до комнатной температуры. Не наносите домашние маски в холодном виде. Для удобства нанесения домашних масок используйте кисточку. Лучше всего использовать кисточку из натурального ворса, так, чтобы не травмировать кожу и не растягивать ее. Наносите домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Не забывайте домашние маски также наносить и на височные части лица. Также нанести эту маску можно на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Наносить маску нужно также и на кожу вокруг глаз аккуратными вбивающими движениями от внешних уголков глаз к внутренним, так, чтобы не растягивать свою кожу. Нанесите маску также на шею по направлению снизу вверх, так, чтобы не растягивать кожу шеи, кожу зоны и декольте. Также нанесите эту маску и на кожу губ. Проверьте равномерность нанесения домашней маски. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.